Дамы и господа, лекция будет на английском языке, но мы, естественно, будем переводить. Вот нам с этим поможет, я так понимаю, Константин. Итак, so, Marta, let's talk about Huperledger. Thank you, and thank you for inviting me. Thank you for coming in such a big crowd. And if you'd like to talk to me afterwards, I'm also very happy to have a chat with you. And if you have more questions, so I'll start with some ideas about blockchain and what blockchain is. How can it help intellectual property protection? And then I'll tell you a bit about Huperledger. Итак, госпожа Пиекарска благодарит вас за то, что вы пришли сюда, и прежде всего благодарит за то, что ей... Что такое, Аля? Раз. Давайте я вот здесь стану. За уникальную возможность выступить здесь. Очень приятно, что такое большое количество людей заинтересованы в тематике блокчейна. И прежде всего хотелось бы начать с того, что такое вообще блокчейн и как он может помочь защитить права на интеллектуальную собственность. So let's start. I have a question for you. How are these people connected? Итак, первый вопрос к вам. Что объединяет всех этих людей? Vincent van Gogh, Sammy Davis, Edgar Allan Poe, and Leo Tolstoy. Anyone knows? Винсент Ван Гог, кто там был, Сэмми Дэвис, Эдгар Аллан По и Лев Толстой. Что их объединяет? They are all dead now. Все они уже мертвы. Also, they died poor, although they were very famous. Также они умерли очень бедными. So, let me tell you a story about a person that you definitely don't know from that group, which is Rat Pack, it's a band, and Sammy Davis. Я бы хотел остановиться на истории группы Red Pack и ее фронтмена Сэмми Дэвиса. He made over $50 million while writing the music, singing, and traveling the world with the band. Он заработал примерно $50 миллионов своими песнями, танцами и колеся со своей группой. Yet when he was dying, he was in debt. He owed the U.S. government a big amount of money. К моменту своей смерти у него уже был огромный долг перед американским государством. And even to the point where Davis' family was taken away all the rights to his name, image, and music. А после его смерти его семья уже не обладала никакими правами на всю ту музыку, которую он делал. This is because whenever someone wanted to play his music or he would go somewhere, Sammy Davis didn't get any money for his performance. There was no way to protect his rights. Все это случилось потому, что после своей смерти те, кто прослушивал композиции группы Red Pack и Сэмми Дэвиса, они могли делать это абсолютно бесплатно. И ни Сэмми Дэвис, ни его семья не получали за это ни гроша. So, obviously, you'll all agree that this is wrong. Ну, естественно, вы согласны, что ситуация немного неправильная. Well, we have blockchain, and blockchain now is the buzzword that everyone hears about all the time. Сейчас появилось такое слово, как блокчейн, и оно сейчас, можно сказать, на устах у всех людей по всему миру. Blockchain encompasses both the distributed ledgers and smart contracts. В понятие блокчейн входит как и распределенные реестры, а также смарт-контракты. And how many of you have heard that blockchain is Bitcoin, or you've heard about Bitcoin? Много ли из вас слышало, что блокчейн это то же самое, что и биткоин? И вообще много ли из вас людей слышали о таком понятии, как биткоин? Okay, yeah. So no. Cryptocurrency or Bitcoin is an application that sits on top of blockchain, not the other way around. So it's one of the ways that blockchain can be used. Криптовалюта – это лишь вершина айсберга применения блокчейна, но никак не наоборот.
So what is this distributed ledger? It is an append-only system of records or log of transactions. Собственно, что такое распределенный реестр? Распределенный реестр – это система, в которую можно только добавлять записи, но удалять их оттуда нельзя. Also, it is important to know that there is not one single person that owns it. Также необходимо понимать, что ни один из участников блокчейна не является его обладателем. Which means that there is no single entity that is responsible for keeping the track of records, but also there is no one single person that can change it, or if something fails, that if that person dies or this company goes bankrupt, that the whole system is invalid. То есть ни одно лицо контролирует весь процесс, но каждый из членов блокчейна, участников блокчейна, контролирует этот процесс. И в случае смерти, к примеру, одного из участников, вся эта система не разрушится, так как она контролируется сообща всеми членами блокчейна. Now, all businesses obviously need to know that what they are doing is protected and that the copy of that ledger is the same among all the participants of the network. Безусловно, всем участникам блокчейна необходима гарантия того, что их запись защищена и что копия их записи распространена у всех участников. То есть эта копия идентична у всех участников. Now there's the smart contract part, which probably you heard about as this new innovation. Simply put, smart contract is a code or any program that is stored on a blockchain. Вы, конечно же, если слышали о блокчейне, то вы слышали о таком понятии, как смарт-контракты. Смарт-контракты – это всего лишь часть кода блокчейна. Это можно сказать, одно из его приложений, одно из его функций, которые выполняются на базе блокчейна. And the most important part about smart contracts is that it is a bit like an if-then statement. So if certain conditions happen, then certain things are executed. Основной принцип смарт-контракта – это принцип «если то». То есть если какое-то действие или какая-то транзакция, собственно, выполняется, то она выполняется автоматически. То есть если выполняются какие-то условия, то это действие или эта транзакция выполняются автоматически. If you want me to explain it longer, I will after the talk. Just in terms of time, I need to skip that. Если хотите, я могу госпожа Пиекарска может остановиться на этом подробнее, просто рамки лекции сжаты, но если вы все-таки заинтересуетесь, то после лекции госпожа Пиекарска сможет вам подробнее об этом рассказать. So, blockchain is this amazing technology that allows you to keep track and trust technology, not people that you're dealing with. Блокчейн – это уникальная технология, которая позволяет отслеживать все записи людей, которые вас интересуют. So what Huperledger does in that space? Because I'm from Huperledger. Что же в этой области делает Huperledger? We have been set up 2 years ago as a collaboration between companies and developers to create blockchain frameworks for business. Мы являемся результатом инициативы нескольких корпораций, а также множества других пользователей, сообществ, которые решили создать единую сеть. И случилось это 2 года назад. So, for instance, here in Russia, we have members from Sberbank, IP Chain. Also, I'm just checking that. Moscow Stock Exchange, of course, is our member, and Smart Block Labs. Здесь, в России, мы уже активно сотрудничаем с такими компаниями, как Сбербанк, с Московской биржей, с IP Chain, безусловно, и... Block, yeah, I'm just confused with that. Block Labs. И Block Labs.
2 years later, we started with 30 companies. 2 years later, there are 250 members of Huperledger. Начали мы примерно с 30 участников. На данный момент уже около 250 компаниями мы активно сотрудничаем. But you don't have to be a member of Huperledger to participate in our working groups, to work with the open source community, so community that is open to everybody. Членство в Huperledger совершенно не обязательно для того, чтобы быть участником процесса, собственно, действия самой системы. Сам Huperledger является открытым, и любой желающий может участвовать в семинарах и прочих мероприятиях, проводимых Huperledger. So today we have 5 different frameworks and 5 different tools that we host in our greenhouse. And these are tools and frameworks that are developed by the community. So Huperledger does not hire developers. We don't have coders on staff. На данный момент в экосистеме Huperledger используется 5 платформ. Эти платформы были разработаны участниками экосистемы, то есть Huperledger не нанимает специально людей для разработки каких-то новых решений. Сами участники уже разрабатывают это в своих интересах. And I can tell you more about these frameworks later. I won't do that now, but we can talk about it later. Позднее мы можем подробнее поговорить об этих платформах. So we are hosted by the Linux Foundation, which is important, and we are aiming to create the largest shared technology investment in history by bringing everyone together to work. Мы действуем под эгидой Linux Foundation и намерены, собственно, привлечь громадное количество инвестиций в развитие нашего проекта. So let me tell you a bit how blockchain can help the intellectual property protection and so on. So I'll do actually that. Yeah. So I'll tell you about a real example that is currently bringing money to the business. Давайте сейчас уже немного остановимся по поводу того, как же блокчейн и Huperledger могут, собственно, помочь в защите прав на интеллектуальную собственность. И госпожа Пиекарска хотела бы продемонстрировать реальный пример. So a company that is called .blockchain media or .bc is building a platform that helps to protect the content rights. It creates a content rights registry where musicians can claim their rights to the music and get money from the association. Посмотрим, например, компании .blockchain. .blockchain специализируется в данный момент разрабатывает платформу, который будет регистрироваться права на определенный контент. И to track the authorship and claim rights to the money from associations. Чтобы отслеживать, собственно, плагиат какого-либо контента и уже непосредственно, чтобы можно было предъявить какие-либо претензии к тому, кто производит этот плагиат. As you could see, I have 2 slides that talk about what is also happening in this space, but I'll skip them. You can take the presentation from me if you want that, so you can do that. Something that is more important to me is to tell you about what you can do to learn more about this technology, because 20 minutes is not enough to cover it all. Сейчас госпожа Пиекарска хотела бы подробнее остановиться на том, что необходимо сделать, чтобы лучше узнать, как работает блокчейн, так как в рамках лекции обо всем рассказать не получится, но все-таки хотелось бы дать какие-то наводящие какие-то ориентиры. So there are 3 courses, 2 of them are free of charge and they are completely online open source. So
you can take them and learn more about the technology. Как вы видите на слайде, Linux Foundation предлагает 3 курса, 2 из них абсолютно бесплатные, и на этих курсах вы можете, опять-таки, абсолютно бесплатно ознакомиться с тем, что такое блокчейн и как его применять. We will also have administrator certification coming soon. That you can be a professional certified administration of Hyperledger Fabric and Hyperledger Sawtooth. Также мы сейчас работаем над тем, чтобы разработать программу подготовки профессиональных администраторов, сертифицированных администраторов платформ блокчейна. And finally, one last thing, which is please come and work with us in our community working groups. We have identity working groups, we have public sector working group, social impact working group, and training and education working groups. These are all open to public. Мы также предлагаем вам принять участие в наших семинарах, посвященных таким темам, как идентификация личности, публичный сектор, собственно, социальное влияние и, собственно, Training and education. обучение и образование. So I will conclude here because we ran out of time. If you want to talk to me about Hyperledger, benefits of being a member, or anything else blockchain related, I'm here all 3 days, well, until Thursday. So come grab me. На этом госпожа Пиекарска завершает свою лекцию. Если кто-то из вас заинтересован в том, чтобы стать партнером Hyperledger, узнать об этом подробнее, вы можете после лекции, то есть прямо сейчас, задать ей вопросы, побеседовать с ней. And we also have a conference. I forgot to say that. There will be a conference in December in Basel. Также госпожа Пиекарска приглашает вас на конференцию в декабре 2018 года в Швейцарию. So thank you, everybody. Дамы и господа, будут ли вопросы? Есть возможность задать вопросы? Да, они будут, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, кто в основном является членами консорциума, да, и кто входит в эту самую экосистему? Could you please tell who are the most, the largest contributors, who are mostly the members of your consortium of Hyperledger? It is everyone from big companies like IBM, Intel, Accenture, Deloitte, all the way through small startups from any industry, medical, fashion, music, all sort of industries, all the way to non-for-profits and government institutions like the Ministry of Digitalization in Poland or the whole government of Bermuda. Экосистема Hyperledger уже активно сотрудничает с крупными компаниями, такие как IBM. Также его членами экосистемы являются и небольшие стартапы, государственные учреждения, к примеру, как Министерство цифровизации. Цифровизации в Польsce. Yeah. Ministry of Digitalization in Poland, Министерство цифровизации в Польше, а также, собственно, все правительство Бермуд строится на этом, да. Еще вопросы? Hi, Marta. Can I ask you about, do you have any competitors on the market, I mean, on the blockchain market, in the business usage? And what the other benefits of the Hyperledger protocol? So the benefits include the fact that it's open source. There's a whole big chunk of benefits why open source matters. We do not have direct competition. We tend to work with all of the platforms like Ethereum, like R3 Corda, like JP Morgan. All of these are members of Hyperledger and we very strongly collaborate. We just announced a collaboration between Hyperledger and Ethereum Enterprise Alliance.
Если говорить прямо о конкурентах, то Huperledger, Huperledger, та среда, в которой он существует, не подразумевает какой-либо конкуренции. Все участники, можно сказать, такие же компании, как Huperledger, они стремятся наоборот как бы к сотрудничеству и обмену, собственно, своим опытом. И, в общем, конкуренции как таковой нет. Да. Более того, большая часть, все ключевые игроки как бы в такой нише, которую занимает Huperledger, они уже участники этой экосистемы. Okay, thank you. Так, еще вопросы? Ну что ж, друзья, давайте поблагодарим. Это Марта Пиекарска, директор по экосистеме Huperledger. Спасибо огромное. Thank you so much.